Привет, друзья! Сегодня я нарисую для вас быстрый скетч. Рисую церсис, такой подготовительный этюд для большой работы. Так покажу принцип. Самое главное, что вам понадобится, это пару кистей. Я буду использовать китайский каллиграфический и обычный целлофановый пакет. Бумага у меня Sanders Waterford, 300 грамм, среднее зерно, маленький формат А4. И я не буду замачивать лист в воде, как я делаю это обычно, с двух сторон, а намочу лишь лицевую сторону бумаги. Так, поехали. Итак, я смочила лицевую часть лица, использовала флейц широкий. Изнанку я не смачивала. Теперь дам небольшую текстуру для стены, буквально чуть-чуть побрызгаю желтоватыми какими-то цветами, показывая солнышко, и более холодными добавлю ультрамарин или кобальт синий с коричневым чуть-чуть. И теперь подожду, пока немного подсохнет, ну прям чуть-чуть. Для того, чтобы начать рисовать тени уже по чуть более сухой поверхности, чтобы не так сильно у нас расплывалась тень. Пока я подготовлю кисточку, китайская каллиграфическая, отожму лишнюю воду и замешаю цвет для тени. Это будет кобальт синий, какая-то золотистая или желтая. У меня так этот цвет называется индийское золотистое, прозрачное. В общем, какой-то любой желтый, главное, чтобы он был прозрачный. Это индийское желтое, может быть индийско-золотистое, либо просто ауреолиновое желтое, либо просто золотистое. И плюс третий цвет карминовое или маджента, или розовая опера. Ну, понимаете, три цвета мы намешали. И можно начать со стебельков, но пока еще слишком влажно. Сейчас буквально чуть-чуть. Так, ну попробую здесь. Где-то больше будет розового. И теперь быстро, пока не высохли стебелечки, этим же замесом, самое важное, чтобы сейчас стебелечки не высохли, повторюсь, такими же цветами, используя просто целлофановый пакет, мы нарисуем соцветия. Побольше кобальта синего.
Где-то кисточкой можно доработать. Теперь сразу же тоже по сырому напишем несколько уже не теневых, а реальных цветков. Розовая опера или маджента. Начну, наверное, с маджента. И каплю все-таки холодного кобальта хочется. Кобальта синего. Основные цветки, наверное, у меня пойдут вот здесь, на которых я хочу сделать акцент, где-то в центральной части. Их я буду рисовать по сухому. Хотя мы можем сейчас все сделать по сырому, раз у нас лист сырой. Зачем нам ждать? Будем работать по мере высыхания бумаги. Погуще нам нужен пигмент, чтобы уже более яркие получились цветки. Потому что когда много воды, у нас получаются они такие полупрозрачные. Где-то придется тень перекрыть. Буду стараться перекрывать там тени, где у нас нету большого скопления, вот, большого теневого такого пятна. Тут цвет будет грязноватый. Более холодные пойдут, больше ультрамарина. Добавим сразу такой более фиолетовый, ультрамаринистый. Некоторые места, теневые участки. Все, а потом уже будем рисовать по сухому, когда лист полностью высохнет. И, кстати, можно сейчас еще по сырому добавить несколько зеленых листиков. Так, лист подсох немножко. Давайте теперь по сырому быстренько нанесем по сухому уже цветки. Также часть соцветий я буду наносить пакетом, часть уже кисточкой поработаем. Розовая опера, ультрамарин и побольше розовой оперы. Погуще нам нужен пигмент. Еще цирулиума хочется, где-то отдельно потом добавим цирулиум. И сразу сделаю замес для стволов. Я буду использовать две кисточки. Одну для цветков, другую для стволов. Сепия, ультрамарин. Немножко сиены жженый можно. И бордовый.
бордовые, умбру. Так, сейчас я попробую умбру. Ну, какие-то такие коричневатые оттенки я смешаю. Потом буду добавлять в них где-то больше холодных, где-то больше теплых. Итак, давайте начнем работать пакетиком. Тут у меня такие колючие получились. Не должно быть такого, они все-таки все округлые, мягкой формы, не колючие. Все, и теперь давайте, так, ну еще тут чуть-чуть, уже поработаем руками, кисточкой. Где-то цирулю я прям чистым добавлю. Тут стараюсь так размыть водой больше. И ствол. Пока еще цветочки влажные. Вписываем ствол. Ну так я делаю быстро, видите, что я не везде пересчитываю и не стала рисовать все стволы, какие есть на референсе, так как просто показываю
вам технику. И теперь можно добавить более темного какого-то цвета, ультрамарин с бордовым в стволы. Чуть зелененького можно. Солнце с этой стороны, значит, затемняем стволы слева. Внизу немножко затемню. Добавим листвы. Оливковый, зеленый. Где-то, если надо, еще можно доработать. Но смысл такой: все довольно быстро и просто. Добавлять темных акцентов. И также можно добавить темных акцентов в центральной части. Возьму ультрамарин, карминовая. Только так аккуратно, не перестарайтесь, чтобы не перетемнить.
Ну, так как это скетч, можно даже побрызгать. И все готово. И также тени где-то можно откорректировать уже по сухому, если они пропали, например, или не очень выразительные. Чуть-чуть полупрозрачно можно добавить. Особенно в центральной части. Вот, дополнительно мы усиливаем акцент на тенях, там, где это необходимо. Ну, так как они красивые, и хотелось бы их чуть больше где-то показать. Ну, вот теперь, наверное, точно достаточно.